потоковое чтение карт Таро на любовь, на отношения загаданного мужчину, загаданного партнера, его планы, его мысли, чувства, действия в ближайшем будущем. Приветствую всех, друзья, с вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. Сегодняшняя наша встреча посвящена гаданию на картах Таро, на любовь и на отношения. Попробуем из потока извлечь все, что будет идти о загаданном вами человеке. Это может быть мужчина, это может быть женщина. И настраивайтесь на себя и свою ситуацию. Давайте посмотрим. Сегодня у нас будет много разных инструментов и такой нестандартный подход к просмотру ситуации. Немножечко такой он свободный, да, как говорится. Давайте даже скажем больше свободный, чем нестандартный. Итак, первая карта — десятка пентаклей. И она часто говорит о какой-то перспективе между вами, какой-то уже истории между вами и о будущем между вами. Карта такая достаточно сильная, фундаментальная, и, скорее всего, вы уже как семья почему-то, да, вот так вот, и очень сильные связи у вас, окрепшие связи. Может, вас связывают разные люди в этих отношениях, в том числе и родственники, может быть, даже какие-то питомцы, да, там, кошки, собаки. Может быть, у кого-то рыбки, да, ну, такое, птички. Но изначально карта падает достаточно крепкая, и вроде бы как у вас, возможно, была перспектива быть вместе. Да, вот она в прошлом, но она была, и есть от чего отталкиваться. Как минимум, ваше окружение, может быть, и родственники каким-то образом влияли на вашу целостность, может быть, даже влияли и хорошо, то есть они же не всегда плохо влияют, иногда и хорошо влияют, да, по-разному бывает. В этом раскладе и в этой истории есть женщина, ну, она была, да, она где-то к прошлому, вот эти две карты, прошлое, настоящее и будущее, да, то есть она, ну, как минимум была женщина водной стихии. То есть в этой ситуации влияние имела мама и женщина-рак, женщина-скорпион и женщина-рыба. Женщина в этой ситуации любила, заботилась, ну и пыталась сохранить, поддержать, да, сохранить и поддержать. И мужчина ушел или отдалился. Это произошло либо совсем вот недавно, ну вот оно ближе к настоящему, или происходит сейчас. Ну, а если он ушел, то уже давно ушел, да, потому что это уже очень давняя карта, и как бы когда бы он не ушел, это уже по сути как бы совсем давно, да. Но мужчина уходит сейчас, он выпал в этом, то есть, ну, мужчина отдалился или ушел, да. Ну, или стал холоднее, или стал дальше, чем был. То есть ближе мужчина не стал, да. Сейчас, да, и на ближайшее такое будущее, да, на самое близкое будущее или на данный момент есть сомнения, что будет дальше. Вернется он, не вернется, будете вы ближе или нет. Чувства женщины повлияют на него, на его решения, на его действия, да, на его усилия. То есть сейчас непонятно, как будет дальше. При том, при всем, что сам фундамент ваших отношений он достаточно крепкий, еще раз повторюсь. Тройка жезлов. На ближнее будущее вроде бы есть какая-то перспектива, но мужчина в ближнем будущем, есть такое видение, да, там мы заглядываем в ближайшее будущее, да,
Это самое близкое, это ближайшее, это будущее. Да? Мужчина не торопится возвращаться. И он не знает, как пойдет дальше. Он вроде бы как и свободен, но вроде бы у него и перспективы какие-то есть, но он еще пока не отдалился. То есть в самом ближайшем будущем мужчина не будет так отдаляться, что его не будет видно. Его будет видно, но и лицом он не повернется. То есть он как бы не собирается, не входит в его планы. Сомневается он как минимум по своему возвращению или сближению. Даже если у вас вы гадаете вдруг на отношения, которые гипотетически могут быть, это точно так же, да, то есть если у вас, например, вы ищете отношения, а их до сих пор нету, то, соответственно, есть какие-то моменты, где, особенно у женщины, есть такие моменты, где мужчина не будет приближаться по ряду сомнительных причин. А здесь 8 и 7, 8 и 7 это у нас 15, а 15 это аркан дьявол. Аркан дьявол у нас получается и плюс 3 15, плюс 3 18 луна. То есть здесь могут быть темные силы и негативные родовые программы, но мы сегодня не делаем акценты на это. Я просто буду интуитивно подсказывать, где это может проявляться, да, или причины, да. То есть мужчина как будто бы, он в орбите женщины здесь находится. Еще раз повторюсь, особенно актуален расклад для женщин водных стихий, либо женщин, которые эмоционально воспринимают отдаление и сближение. Да, вот так. И страшный суд. Все может поменяться, и может и сохраниться ваш союз. Вот он, прямо союз. Как будто бы у меня такое ощущение, что на раскладе пара, которая уже сформированный союз имеет. И, может быть, что-то должно уйти из отношений, чтобы этот союз сохранился. Может быть, в этих отношениях нужно от чего-то избавляться, даже очищаться. Почему страшный суд, а здесь комбинация дьявол и 3 18, луна, дьявол, 8 сила, 7 колесница, да, а 10 разделена персональной картой, то есть 10 это судьба, то есть эти отношения, они у вас могли бы быть по судьбе, скорее всего судьбоносные, перспективные были изначально априори. Если эта женщина, королева кубков, не вы, а соперница, тогда тут очевидно, что в вашу семью, какие бы отношения ни были, их можно было бы назвать семьей, влезла какая-то дама, которая отдалила от вас мужчину и как минимум не приближает. Почему? Потому что дьявол и луна по вот этим 3 картам нуждаются в освобождении, то есть их не должно быть, да, в очищении. Окей, давайте посмотрим немножечко с другой стороны. Что скажет хроники Акаши, да, о вашей 10 пентаклей, о вашей семье, или о вашей связи, о вашем союзе в прошлом. Ваш союз в прошлом был под знаком Ориэля и Сфинкса. Это о трансцендентности. То есть это связь между разными мирами. Это связь между родственными душами, между временами, между светлым и темным. То есть это трансцендентная связь. То есть вам эти отношения даны свыше. Может ли быть, что это дано судьбой? Да, может быть. То есть судьба вам, можно ли сказать, что судьба дала вам эти отношения? Да, возможно, судьба дала вам эти отношения. То есть можно ли эти отношения рассматривать как по судьбе, судьбоносные изначально? Вполне, да. Королева кубков. Давайте посмотрим ее отпечаток в истории, ее роль, можно так сказать. Здесь 7 свитков, а 7 свитков это, знаете, как 7 пентаклей получается.
но ее роль... Карта называется «Тонкости производства», да, или «Тонкости влияния, вмешательства». То есть этот человек влиял и вмешивался в эти отношения, или влиял на отношения, или вмешивался со своими особенностями, со своими интересами. То есть у этой королевы были свои интересы, и они были, ну, по семерке пентаклей, давайте я скажу, что они были сомнительные. Но не могу сказать, что они однозначно были плохие или однозначно хорошие. Восьмерка кубков и отдаление мужчины, как записаны в хронике Акаши. Но он здесь в семерке ключей. Семерка ключей – это авантюра или восхождение. То есть, отдаляясь от вас, этот человек доказывал, что он может, что он сильный, и, ну, что он способен на что-то, да, то есть как будто бы он доказывал себе и всем вокруг, но прежде всего себе. Хорошо, по его ли воле, это происходило? Отдаление этого человека. Еще раз мы можем смотреть и на женщину, и на мужчину, просто для мужчины и женщины расклад. Но здесь архангел Рафаэль. Рафаэль вообще хранитель. Если у него было, ну или целитель, то есть тут хранитель, давайте его назовем хранителем просто. Если у него была хорошая связь с высшими силами, и он верил в какую-то трансцендентность, да, а она здесь присутствует у вас, это не простые отношения, а такие просто земные, знаете, вот обычные. Нет, это что-то такое вот интересное, да, тонкое. Так вот, если у него были связи, да, с высшими силами, тогда он по своей воле ушел. Если не было связей, то его подтолкнули просто, ну, как бы направили. Ну, он шел тогда там по веревочке, да, вот по канату, да. Поэтому тут уже нужно смотреть в вашем случае, если особенно мужчина, допустим, был такой волевой, но говорил, что, ну, высшие силы есть, там, духи, божественное что-то, да, вот абстрактное. Тогда он ушел. Получается, ну, ушел, может быть, да, из-за того, что его воля была. Его воля, и он как-то вот, да, вот проявлялся. А если не была плохая связь, то его просто увели, и все. Окей. Тройка жезлов. Давайте посмотрим. Это хроники Акаши на такое как бы ближайшее будущее. Как видит перспективу ваших отношений, что, возможно, записано, но мы еще пока об этом не знаем, в книге судьбы ваших отношений. Ну, тут ковчег завета. Это священное писание, видеть которое и прикасаться к которому никто не может. Ну и будет страшное проклятие, если туда погрузить, да, свою энергию. Давайте пока скажем, мы не можем пока знать, это что-то священное. И да, если вы верите в высшие силы, и скорее нет, если вы, ну, как бы в высшие силы не верите. Но я думаю, что вы, как бы, если вы слушаете до сих пор этот расклад, да, вы все-таки погружены в процесс, вы взаимодействуете с миром магии, эзотерики, мистики, энергетик. И как написано в ковчеге завета, да, какие скрижали, какая информация, так и быть, так и будет, и так и распорядятся высшие силы. Учитывая то, что здесь трансцендентность присутствует акцент на высшие силы и на духовную трансформацию, все возможно, да, то есть вот так. Хорошо, страшный суд и воскрешение. Как может выглядеть воскрешение ваших отношений?
Ну, Иларион – это тот, который общается с духами, и Иларион – это человек, который, может быть, читает какую-то информацию, может быть, сотрудничает с трансцендентными силами. Возможно, возвращение ваших сил и ваших отношений и налаживание каких-то связей в материальном мире будет не без участия, беспосредственного участия ангелов, светлых сил, темных сил, и человека, который читает молитвы, мантры, заговоры, может быть, это колдун, может быть, это священник, человек, который, может быть, вычитывает, снимает грехи, снимает, может быть, какую-то магию, может быть, что-то лишнее с этих отношений. Мы не делаем диагностику, на сегодня идет расклад в ключе потокового чтения. Хорошо, давайте теперь третий слой. Я обещал сегодня очень необычный такой расклад на отношения. Посмотрим, какие энергии влияют на каждый из аспектов. Энергии у нас проявляются через магии. То есть мы посмотрим, какие магии влияют на каждый конкретный аспект в вашей ситуации. Итак, энергия влияния на вашу семью и на трансцендентность. Мандрагора, магия цветов. Смотрите, на вашу семью влияют позитивные энергии, позитивные трансцендентные именно энергии. Почему? Потому что мандрагора – это цветок, который непосредственно, даже не цветок, а корень мандрагоры участвует в обрядах, ритуалах и является защитным аспектом. То есть вы как бы, по сути, какой энергией можете повлиять на свою семью? Энергии цветов. Чем больше цветов у вас будет в доме, тем лучше. Но и магией защиты, и именно защиты, потому что мандрагора – это защитный элемент магии. Магией защиты вы сможете как минимум укрепить то, что уже есть. Да? То есть для того, чтобы эти отношения или не ухудшить, или положить некий фундамент в то, чтобы эти отношения реинкарнировать даже, потому что тут уже не исцеление, а какая-то реинкарнация должна происходить. То есть здесь сложная ситуация отдаления человека, да, партнера. Магия и энергия, которая связана с этой женщиной, причем она деликатно вносит тонкости своего влияния, и это влияние под сомнением. Вот давайте смотреть. Эта женщина влияет как минимум сильно, очень сильно на деньги, на здоровье, на мужчину и на рост. Как она влияет? Она, скорее всего, влияет в своих интересах, в интересах женщины. И тут уже, смотрите, карта неплохая, не хорошая, но эта женщина здесь, в этом раскладе, она по судьбе. Есть клевер, и она рядом с судьбоносной такой завязкой, да, то, что я говорил. Карта судьбы рядом, 10 десятка, да, колесо фортуны, сила, и вот она сила. То есть здесь проявление силы. То есть это или сильная вы, или сильная соперница, действующая в своих интересах. Мужчина, который начал что-то доказывать, начал являть миру свою волю, возможно, не по воле своей, если слабую связь с высшими силами имел, и по воле своей, если с ними имел. Так вот, влияние это на него, какой энергией было заряжено или какой магией. Здесь побуждения, может быть, даже были и светлые, и я даже больше склонен, что либо Богу было так угодно, чтобы он вот начал делать то, что он хотел, либо этот мужчина действительно по своей
воли, по своей воле начал реализовывать вот это, то, что он начал доказывать, показывать, да. То есть, по большому счету, может быть, ваших сил, да, было и недостаточно здесь, чтобы повлиять на него. И неважно, да, по линии темной он пошел отдаляться или по линии света, или сам по себе. То есть у вас просто не хватало усилий. Если это и вы, то ваших ресурсов не хватило бы, чтобы его остановить. То есть, соответственно, может быть, вам и винить себя здесь вообще не надо ни в чем, да, скорее так. Хорошо, следующая энергия, которая сейчас заставляет его колебаться. Причем она может быть и светлая, и темная. Сейчас его заставляют колебаться магия возлияния. И смотрите, либо человек выпивает, либо человек очень сильно волнуется, либо человек под приворотом. Соответственно, если архангел Рафаэль здесь в светлом контексте, то этот человек волнуется, переживает и, испытывает чувства, то есть его заставляют колебаться чувства. Если архангел Рафаэль здесь под темным аспектом, связи у этого человека не было со светлыми, а больше темные доминирует, то он может быть и под приворотом, и выпивать отдельно или вместе с этим аспектом. Поэтому здесь может быть приворот в этой всей истории, но для того, чтобы копнуть глубже, вам нужно смотреть свою историю отдельно. Да? Какие планы вынашивает по отношению к вам загаданный человек? Но они под скрижалями Ковчега Завета, да? В скрижалях Ковчега Завета. Но эти планы, они руководствуются и движутся какой-то энергетикой. Давайте посмотрим. Магия энергии. Магия какой энергии влияет на планы вашего мужчины? Магия камней – прекрасная магия, которая говорит о неспешном развитии событий, о материализации событий и о том, что в этих событиях может быть медленный, неспешный рост при настойчивости, при упорстве, при козероге. Смотрите, здесь, как вот можно посмотреть на эту ситуацию, на вашу ситуацию в этой позиции. Мужчина может сейчас, или женщина, партнер, может сейчас и не видеть этой перспективы. Но это не факт, что со временем вы в эту перспективу не вернетесь или вы в ней не окажетесь. То есть не факт, что не окажетесь, то есть можете оказаться по этой всей комбинации. Давайте тогда посмотрим. Трансцендентность общения с духами, ушедших или не ушедших, а с духами, которые влияют на всю эту ситуацию. А здесь есть влияние и духов, и высших сил, и судьбы, и светлых, и темных. Да, вот так. Здесь очень много магии воды, это эмоция, и здесь замешана женщина. Скорее всего, дух женщины. Здесь женщина, посмотрите, она прямо в центре находится, видите, с ребенком. И здесь женщина, магия стихии воды. Поэтому в чем суть трансцендентности? Скорее всего, здесь есть связь с духом женщины. Жива она или она уже в другом мире. Она влияет на это. Соответственно, здесь можно подозревать родовую программу мамы, особенно соперницу, жива она или нет, вдову, жива она или нет. И любую женщину, которая может быть как живой, так и в другом мире. Да? То есть мы здесь это не можем не сбросить со счетов. Хорошо, давайте немножечко пройдемся. О чем думает в материальном мире сейчас загаданный вами мужчина? Загаданный вами мужчина и его мысли о материальном мире. Он думает о чувствах. Он переживает и он волнуется.
он думает про любовь и про отношения. Насколько сильны в нем эти чувства к этой женщине, кем бы она ни была. Тут уже определяетесь, вы это или нет. Насколько они сильны, эти чувства. Они сильны, и сила этих чувств порождает в нем внутренний конфликт, который подогревается конфликтом внешним. То есть то, что здесь окружение влияет, подтверждает эта карта. А то, что есть внутренний конфликт в нем, да, вот здесь, который мы нашли, подтверждает эта карта. Хорошо, давайте посмотрим. Его мысли о вас. Что он сейчас о вас, именно о вас, осознал? Именно мужчина о женщине. Ой, он осознал такое, что он где-то изгнанник, и что больно не только вам и ему, или что больно не только ему, но и вам. То есть он осознает негативные последствия своего решения. Но что он осознал о вас вдвоем? То, что ему сейчас и вам больно. То есть он осознает какую-то, может быть, трансцендентную связь с вами, благодаря которой он чувствует вот эту вот боль на физическом уровне. Ему физически больно. Кстати, у этого человека сейчас могут быть проблемы с деньгами, конфликты с окружающими, ну и проблемы со здоровьем здесь. Хорошо. Его чувства к вам прямо сейчас. Его чувства, они и есть, и их нет одновременно. Это может быть пустота и прострация с одной стороны, а с другой стороны это может быть хаос, где есть абсолютно все. Поэтому я бы сказал так, его чувства по отношению к вам сейчас – это хаос, который управляется магией возлияния. И если он как-то контролирует эту магию возлияния, то эти чувства, более-менее адекватные. Да. Если не контролирует, то ему очень тяжело. То есть здесь может быть абсолютно все. От и до. От минуса крайнего до плюса крайнего. Да, от очень хорошего до очень плохого. Его планы на вас в будущем. Двойка жезлов в будущем, смотрите, тройка жезлов. Сейчас он не планирует вас отпускать, поэтому он и не отдалился. Мы уже говорили об этой карте. А здесь в будущем он вас не отпустил. Поэтому в ближайшем будущем он не планирует бросить вас, отпустить вас, но и не знает, что делать с вами. Поэтому эта ситуация может затянуться, так как я и сказал. Вернитесь к этой карте толкованию, и вы услышите открытую эту карту уже, понимаете? Вот в чем волшебство карт, да, когда ты их ложишь правильно, пассианса. Хорошо, давайте посмотрим, какова роль магии стихии воды. И здесь она может быть как магия, которая ухудшает эту ситуацию, так и магия, которая очищает. Вот мы посмотрим, какую магию здесь нужно применять, да. Девятка жезлов. Магия стихии воды здесь дает результат. И если это приворот, то он действует, тогда его надо проверять. А если он есть, то его нужно снимать магией светлой, тогда будет результат. То есть магия стихии воды здесь даст результат, девятку жезлов. Особенно для мужчины, особенно на мужчину. Особенно связанная с его энергетикой, с его планами, с его поступками, с его хаосом, с его чувствами, с его внутренним конфликтом, с его страданием и с его решением на будущее. Хорошо, давайте посмотрим, как могут проявляться его чувства по отношению к вам, как они могут отпечататься в книге судьбы будущего, если вы уже прошли все вот эти вот линии жизни, да, и до сих пор находитесь в раскладе.
Но смотрите, они могут его очистить, он может пройти сильнейшую трансформацию, 13-й аркан, подготовка Будды, подготовка просветленного человека. То есть, соответственно, его чувства могут быть чисты, и вся вот эта магия, которую мы прожили здесь, она может его очистить. Хорошо. Чем закончится конфликт между вами, если он есть? Вот он. Ой, этот конфликт, он похож на войну, да, война-рост. Ну, понятно, что в любой войне есть побежденный и победитель. У меня такое ощущение, что здесь победит, да, никто из вас не победит. Почему? Потому что проиграет здесь третье лицо в этой войне. Услышите, да? Окей. Следующее. Ваш путь совместного исцеления, как он отпечатывается в книге Акаши, в хронике Акаши. Это библиотеки Акаши. Двойка – это жрица. Смотрите, мы не можем пока это знать, то есть вам нужно писать эту хронику, тогда узнаешь, пиши. Это жрица, это, ну, по сути, давайте так скажем, это еще не написано, это будет написано. И сейчас это знать не нужно. Как могут поменяться его планы? Еще раз посмотрим. Ну, или его чувства. Посмотрите сами, здесь могут быть и планы, и чувства, потому что здесь чувства, а здесь все что угодно в проявлении духа. Да? Как могут поменяться его планы и чувства по отношению к вам? Королева ключей. Королева ключей – это королева мечей. А королева мечей – это женщина свободная. Поэтому здесь он может вас как освободить, так и, по сути, дать вам карты в руки, да, потому что свободная женщина действует свободно. С другой стороны, он вас не будет обременять и даст вам возможность действовать, да, свободно. Пока так. Пока так. Королева ключей. Ну, не самая плохая, кстати, позиция. Ну, здесь я вижу только пока что королеву кубков и королеву мечей. Хорошо. Что он решит по отношению к вам и как это может отпечататься в хронике Акаши? Его решение. А его решение – это двойка сила. Двойка сила на двойка жезлов как раз. Вот посмотрите, как интересно выпадает. Мы еще пока не знаем, как и что он решит, но то, что это может, как дерево ива, дать очень мощный эмоциональный импульс, это не исключено, поэтому мы опять-таки и не можем знать, что он решил в этом раскладе. Вот четкости нету, к сожалению. Но нету, значит, вы не готовы знать. Или вам пока не надо знать, потому что иногда чем меньше знаешь, тем лучше спишь. Хорошо, ну а каков результат между вами может быть при применении всех усилий и всех трансцендентных сил? Как он может отпечататься? Мастер высокого класса и восьмерка ключей. А восьмерка ключей – это, ну, по сути, здесь как бы восьмерка мечей, да. С одной стороны, восьмерка мечей, да, это классическая карта, где нужно рисковать чем-то, да, то есть нужно идти на какие-то риски. А с другой стороны, у вас здесь есть мастер высокого класса и сам Иларион, да, который, может быть, общается. То есть какой результат этих всех трансцендентных усилий, он, ну, по сути, будет таковым, каковым будет являться мастер высокого класса, он же Иларион, или тот человек, посредник или посредником, который станет в этой ситуации, да, то есть в этой ситуации должен быть, ну, мастер высокого класса, который, возможно, будет взаимодействовать с вашими энергиями и работать, ну, я не побоюсь этого слова сказать, в подготовке Будды или в просветлении вашего партнера, мужчины или женщины, да, то есть здесь есть некое такое божественное влияние, да, или энергетическая константа, да, обыграть которую или, ну, влиянием на которую может заниматься только посредник, да, то есть, ну,
Он же иерофант, он же человек, который читает молитвы и является мастером высокого класса по достижению результата в магии стихии воды. Вот такой вот высновок. Да? По сути, потенциал у этих отношений есть, но здесь нужно прилагать усилия и прибегать к задействованию или к услугам посредника. Пока что все. Остаемся на связи и жмем лайки, подписываемся и до встречи. Пока-пока.